Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам о древней русской традиции, а именно о банях. Что же такое русская баня? Возможно, вы слышали уже об этом, но знаете ли вы, откуда они появились на Руси? Как люди принимают баню? Какие виды и типы бань у нас имеются? Об этом всем сегодня я вам расскажу. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, сама история бань, не только русских, начинается еще в Древнем Египте. Тогда уже люди начали принимать бани. Обычно, конечно, были это фараоны. Также потом мы знаем о греках, которые принимали бани, где купание сочеталось с общением и отдыхом. После этого были термы, это были римские бани. В Турции появились хамамы, которые были унаследованы от Византийской империи, а также известные во всем мире финские сауны и японские ансены и сенто. Но когда же появились русские бани? Первое упоминание о русских банях еще было в XI веке. Писалось о том, как Олег говорил византийским князьям, что русские купцы, когда они будут находиться в Византии, должны иметь особое место, где они могли бы мыться сколько они хотят. И, конечно же, имелось в виду бани. Кроме того, есть другие источники, которые показывают, что уже с IX века баня была очень важным элементом в ежедневной жизни славян. А раньше варьировались разные виды бани, где люди могли мыться, где люди могли париться. Они разделялись на мужские, на женские, на общие. Были разные виды. Но в основном люди часто были вместе, и мужчины, и женщины, что, конечно, очень сильно удивляло иностранцев. Особенно, когда приехали немецкие купцы, они были поражены этим. Как это возможно? Мужчины и женщины. И они попросили тогда русских князей, или, может быть, сами, построили себе отдельные раздельные бани. Это забавно, учитывая, что сейчас в Германии все совсем наоборот. И несмотря на запрет церкви в 1551 году, русские люди продолжали ходить в баню совместно. Со временем эта традиция исчезла, и сейчас русские ходят в баню только отдельно. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Но, конечно же, все голые. Самые известные русские бани называются сандуновские. Они были построены еще в 1808 году, и они работают по сей день. Какие же есть типы бань? Самая популярная и известная баня называется белая баня, где у нас есть предбанник, место, где люди раздеваются, готовятся к приему бани. Там обычно может стоять стол, они могут разговаривать, сидеть, пить чай, кофе, пиво или квас. Есть также само место, где люди парятся, называется парилка. И там есть, конечно, камни, там есть труба, и на эти камни люди бросают воду, и идет пар. Так, поэтому мы говорим слово «париться». Кроме того, это есть индивидуальные бани, построенные в домике. Есть домашние бани, это уже более вариант похожий на финскую сауну. И в этой финской сауне люди, конечно же, тоже парятся, но там менее влажный климат, более высокая температура, и часто это более электрические варианты, без печи, без дров. Также у нас есть общественные бани. Это было очень популярно, особенно в XIX веке, когда в больших городах люди хотели где-то помыться, и они ходили в эти общественные бани, где могло в одном месте одновременно мыться от 50 до 100 человек. В этих местах работали такие люди, как банщики. Они все организовывали, они подготавливали, они парили людей вениками, о которых мы еще поговорим. И да, это была очень-очень классная процедура.
Лично я никогда не был в общественных банях, я всегда ходил в такие маленькие частные бани. Ну и вы понимаете, насколько русские люди любят бани, что они даже берут их с собой. Есть такое понятие, как передвижная баня. Обычно, конечно, это используется для армейцев, когда, например, едет какой-то, не знаю, полк, отделение, дивизия, они едут тренироваться в поле, то они берут с собой на машине баню, и они могут там тоже париться. И самое интересное, мне кажется, из этого типа бань называется импровизационная баня или баня по-черному, или просто черная баня. Что это значит? Это значит, что у этой бани нет трубы, из которой выходил бы дым. Поэтому весь дым находится там, где ты паришься. Но как ты можешь там париться? Ну, обычно люди делают это, когда они ездят в походы в какие-то или просто отдыхают у моря, у берега. Они ставят палки, натягивают какой-то полиэтилен или шалаш делают, находят большие камни, ставят их вместе и под камнями делают костер. Сначала все закрыто, да, и, конечно же, очень много дыма, но есть небольшое открытие, поэтому из этого, так сказать, из этой бани выходит просто вот в крышу, да, это дым, когда все горит, и, конечно, камни нагреваются. А когда камни уже хорошо разогрелись, когда много углей и не так много дыма, то люди берут воду, заходят, закрывают сверху этот шалаш, полиэтилен, и они берут воду и бросают на эти камни, и увеличивается количество пара, много пара, больше пара. Потом ты паришься, и потом сразу бежишь в воду. Обычно это делается прямо у воды. Последний раз я был в такой бане по-черному, когда я ездил на Байкал. Это было, я думаю, 12 лет назад. Боже мой, какой я старый. Да, но тем не менее, это было очень и очень весело, поэтому, друзья, если вы поедете в баню, если будете в русской бане, попробуйте баню по-черному. Я уверен, это вам понравится. Будете бегать и купаться голыми в воде. Как весело! Говоря о бане по-черному, вы знаете, что еще есть черное? Черная пятница! Пу-пу-пу! Да, через 3 недели, 29 ноября, будет Черная пятница, и это последний день. Вот, и начиная с сегодняшнего дня я даю скидку в 50%. Вы слышали меня правильно. На мой курс для начинающих. Если вы смотрите это видео с субтитрами, и оно для вас немножко трудное, то я уверен, что мой курс поможет решить эту проблему. Мой курс помогает тем, кто только начал изучать русский, да, и он помогает вам пройти от нулевого уровня до уровня А1. В общем, используя этот промокод, вы сможете перейти по ссылке в описании или здесь наверху и получить целый курс всего за 50%. Так что торопитесь. Ну и, конечно, я хотел немножко продемонстрировать мой курс. Вот фрагмент из него. Какие продукты я обычно покупаю в магазине? Я покупаю бананы каждую неделю. Всегда. А вы обычно покупаете овсянку в магазине? Это то, что я покупаю обычно. Да? Обычно. Сегодня я купил. Да? Что я сегодня купил? Да? Купил. Сегодня я купил туалетную бумагу. Давайте вернемся к бане. Значит, у бани всегда было очень много разных ритуалов и традиций. Само слово «баня», само это место всегда было связано с чем-то магическим. Там люди проводили гадания, они изгоняли бесов, они колдовали, да, то есть это всегда было что-то очень необычное. В наше время мы, конечно, это не делаем, но у нас сохранились особые ритуалы. Во-первых, в бане нельзя материться, то есть нельзя говорить плохие слова. Также, когда идешь в баню, всегда нужно быть
трезвым. Я знаю, многие люди ходят с пивом, но я все-таки считаю, что баня — это священное место, и нужно с уважением относиться к этому. Также, когда вы идете в баню, берите с собой всегда веник. Лучше всего купить березовый или дубовый или эвкалиптовый. Вы замачиваете его в горячей воде, чтобы потом можно было париться. И как все происходит? Вы заходите в предбаннике вы раздеваетесь, снимаете с себя всю одежду и, может быть, надеваете только на голову маленькую шапочку, чтобы ушам не было жарко. После этого вы заходите, садитесь и начинаете первый раз только так наслаждаться. Вы можете взять воду, подбросить немножко, налить воды на камни раскаленные, да, в печку забросить, там стоят камни, и появляется пар. Вы сидите 5-10 минут первый раз, потом вы выходите, сидите в предбаннике с друзьями, пьете чай, пьете квас, что очень классно, кстати. Я обожаю пить квас после бани. И потом вы снова возвращаетесь и уже сидите чуть-чуть подольше. Сидите дольше, опять выходите, опять возвращаетесь. Так делайте несколько раз. И после этого вы можете сделать одну очень классную вещь. Вы можете облиться холодной водой, нырнуть в холодную воду, если у вас есть бак. Или еще лучше, вы можете прыгнуть в сугроб. Да, в сугроб со снегом, с настоящим снегом. Я это так обожаю. Каждый раз, когда я был в России, мы всегда это делали, и это был такой кайф, просто невероятный кайф. Я очень сильно скучаю по этому. Поэтому, если вы будете в России, обязательно попробуйте это. Но может ли баня быть опасна? Конечно, может. Если вы проводите слишком много времени в бане, вам может стать плохо. Поэтому, друзья, если вы никогда раньше не были в русской бане, то начинайте потихоньку, помаленьку. Зашли на 5 минут, немножко попарились, вышли, отдохнули. Возвращайтесь туда-обратно. И, конечно же, не забывайте пить много воды, пить чай, пить квас, обливайтесь водой. И не пытайтесь соревноваться с вашими русскими друзьями и показать, что вы настоящий мужик или настоящая барышня. Потому что они будут дольше вас сидеть. Они привыкли к этому, а вам может стать плохо. Поэтому не старайтесь с ними соревноваться. Чувствуйте себя не очень, выходите сразу. Ну и напоследок я бы хотел еще раз сказать, почему же русские люди так любят баню. Ну, во-первых, баня — это не просто место, где можно помыться, это место, где вы можете физически отдохнуть. После каждого приема бани у вас случается такой перезапуск всей системы. Ваша голова перезапускается, ваше тело чувствует себя лучше, вы очищаетесь физически и духовно. Это просто настоящий ритуал. И, конечно, вы проводите прекрасное время с друзьями, общаетесь вместе. Ну вот и все на сегодня. Спасибо вам, друзья, что смотрели мое видео про баню. И я бы хотел сказать спасибо всем моим патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Бирк, а также Мэтью и Брайан. 2 новых супер патрона. Спасибо вам большое. Переходите по ссылке в описании, вы знаете, что делать. Напишите в комментариях, а вы любите баню? Были ли в этом когда-нибудь? В ваших странах это важно или нет? Все, спасибо, до скорого и пока-пока!